Друзья, всем привет, на связи я, вы там, где нужно. Почему? Потому что тут у нас тусовка моноколес и все, что с ними связано. Иногда проскакивают ролики отличительные от моноколесных, но это бывает довольно редко. По просьбам трудящихся, а трудящиеся у нас просили в одних из последних комментариев неоднократно, спрашивая, что это за шлем, с чем его едят, какая модель, возьми в руках, покрути, что он из себя представляет, скрипит, не скрипит и так далее, так далее. Сказано, сделано, снимаю видео на предмет вот этого вот летнего шлема. В одном из роликов уже проскакивал мой экип моноколесный, накопленный за год. Если не видели, обязательно посмотрите вот тут вот. Вот тут вот будет ссылочка. Или в закрепленных комментариях, как обычно. Если вы хотите поддержать меня, я продолжал снимать новые видосы. Обязательно, вы сами знаете, палец вверх. Подписка, если вам тема моноколес в принципе интересно. Что это за шлем? Это летний, назовем так, весенний шлем, который я себе докупил, уже имея зимний. Всего у меня 3 шлема, да, один сноубордический, но в принципе там отстегиваются уши. Я могу использовать его и летом, но он не так сильно продуваемый. Второй зимний, назовем его там мотошлем, он капец какой жаркий, но он такой суровый, он такой монолитный, знаете, вот вы прям надели и все, и вот прямо оно. А на лето я закупил себе вот такой вот шлем, искал что-то такое, знаете, как все попервой по соотношению цена-качество. Да, можно купить мэт какой-нибудь, да, там за 300, 400, 500 баксов. Я сторонник того, что нужно купить хоть что-то, чтобы понять, что тебе нужно от того же шлема, от того же колеса, от того же, там, не знаю, сноуборда. То есть этот шлем, он навскидку стоил год назад, чтобы не соврать, он стоил где-то 1500 гривен. Это примерно где-то 50 баксов. Сколько он сейчас стоит, без понятия, возьмите, загуглите. Что мы тут имеем? Мы имеем цельный full face шлем. Название и модель у него Autor, да, Autor. Вот так вот пишется. Autor Creek Full Face. Почему full face? Full face, потому что вот эта байда, она защищает ваш подбородок. В принципе, если вы не любите или хотите потестировать по-разному, вы просто откручиваете вот эту гайку с одной стороны, такой же болт с другой стороны, и вот эту челюсть вы просто снимаете, у вас остается просто как обычный велосипедный велошлем без каких-либо челюстей. Козырек точно так же откручиваются вот эти вот черненькие, темненькие вот эти вот болтики пластиковые. Открутили, козырек сняли, если он вам не нужен. Что меня привлекло конкретно в этом шлеме? Меня привлекла первая его легкость, вторая по сравнению с моим зимним. То есть, безусловно, есть велошлемы еще легче, но по сравнению с зимним он, конечно, небо и земля. Второе, меня привлекла тот факт, что тут есть челюсть, да, потому что в большинстве велошлемов, если конкретно покупать велошлем, не кроссовый, не мотокроссовый, то там челюсти как таковой нету. И третье, меня привлекла количество вот этих вот отверстий, которые продуваются просто на ура даже на минимальных скоростях на велосипеде, не говоря уже про 30, 40, 50 км в час для моноколеса. Что я тут обнаружил? Кстати, не буду скрывать, обнаружил я это буквально 5 минут назад, просто крутя этот шлем перед собой. Обнаружил первую наклеечку, это размер, какой-то размер, не знаю, М, кажется, МК 54-57 регулируется. 54-57, вес, как они пишут, тут 500 грамм. Модель, если вам нужно, EDR4
C3. Не знаю, ну, в принципе, гуглится чисто по автор, Full Face Creek, вот таким вот образом. Следующее, что меня привлекло, мне на самом деле очень сложно подбирать шлемы, и реально рекомендую, если вы там лыжник, сноубордист, мерить. Ни в коем случае не покупать, не делать предоплату без примерки шлемов, потому что шлем, ну, это ваша скорлупа, это то, что должно на вас лежать монолитно, быть надето, тем более, если это на долгие годы, он не должен болтаться. Когда вы надеваете шлем, он не должен, вот крутаните головой, да, вот вы надели шлем, если вы резко повернете голову, вот просто влево-вправо повернете, он не должен у вас вот так вот ходить по голове. Потому что если вдруг вы, не дай бог, упадете, то вам этот шлем толку от него. Вот такое колесико, честно говоря, недолюбливал такие колесики, очень старался их всегда обходить, будь то лыжные, сноубордические шлемы. Но, вы знаете, во всем есть свои плюсы, и конкретно это колесико, если бы его не было, да, вот этой регулировки, то бы мне этот шлем не подошел, потому что он, ну, в самом максимальном размере он мне великоват, то есть в промежутке это колесико регулирует от 54 до, ну, считайте, до 57 сантиметров объем головы. Возьмите сантиметр, померите над ушами, сколько у вас голова. Пенная вот эта вот вставка, она защищает, ну, она должна брать на себя удар при падении, при столкновении. Шлем, если вы посмотрите, да, тут небольшие есть царапинки, ну, такие вот спереди, сзади, и в принципе, как минимум пяток раз он меня, ну, выручал. То есть не сказать, что про какие-то падения, но катая по лесу, да, вот царапина, катая по лесу, постоянно вас пытаются отхлыстать то деревья, то ветки, то какие-то листья. Один раз я зацепил на столбе знак автомобильный, ну, на колесе вы стоите всегда выше, как-то не пролез. Следующая наклеечка, которая внутри, да, тут я обнаружил, она говорит о том, что это, вот, ну, вам не видно, скорее всего, вот верхняя наклейка, она говорит о том, что этот шлем предназначается для велосипедистов, для роллеров и для для скейтеров. Этот шлем должен быть застегнут, он должен сидеть монолитно, и тогда все будет хорошо. Из моих впечатлений о вот этом пластике. Вы знаете, я, честно говоря, не видел никаких сертификатов на автор Full Face Creek. Можно попытаться написать этому бренду, пришлите какой-то сертификат качества, там, что это действительно, ну, рабочий агрегат. Но бренд автор, да, велосипедный бренд, ну, это не нонейм, это не последнее, да, на рынке велосипедных шлемов, велосипедов и так далее. Поэтому есть, ну, есть какая-то мысль доверять. Что было в комплекте? В комплекте были вот такие подушки, да, чтобы они прилегали к щекам, и шлем еще монолитнее вот так вот у вас сидел на вашем лице. Тут были вот под голову, да, на затылке сверху вот такие маленькие вставочки, и спереди вот на лоб, назовем так, тоже такая вставочка. Приклеил, я даже не помню, на что я приклеил, потому что родные липучки, они, ну, как-то быстро отпали, подушки отпадали все время, я не помню, даже на суперклей, что ли, приклеил так намертво. Что тут еще доработал? Еще доработал зеркало, это конкретно для езды по ПЧ, да, в принципе, даже вот по лесу мы ездим, я смотрю, близко райдер, далеко райдер, можно резко притормозить, нельзя резко притормозить, ну, а ПЧ, лично мне, вот по истечению сколько, ну, месяц, наверное, у меня это зеркало, мне оно нравится. Ну, не оно нравится, мне нравится наличие зеркала, которое позволяет вам не постоянно болтать головой каждые там полминуты езды даже по правой крайней полосе, а просто
переводить взгляд. По ощущениям суровости пластика. Ну, пластик, знаете, ну как пластик? Ну, я даже не знаю, как проверить. Ну вот пластик. Жесткий. Ничего нигде не скрипит, не люфтит. Защитит ли он, не треснет ли он при падении? Без понятия. Визуально, да, пластик такой тонковатый. Знаете, если сравнивать там с мэтом, там, или еще с какими-то мощными шлемами, он тонковатый. Но, блин, вы знаете, лучше минимальная защита, чем потом лежать месяц с гипсом. Я не говорю про голову, я говорю всецело, да. Легче потратить 5 минут на наколенники, на локотники, там, не знаю, запястье, 5 минут на надевание, чем потом пару месяцев страданий от невозможности делать функционально все. Спереди у нас вот такая вот сеточка, в которую тоже не должны залетать мошки, когда вы зеваете там или с открытым ртом несетесь. Снизу у нас в обход 2 ушей вот такие идут регулируемые ремешки, которые защелкиваются. И в принципе все. Я могу сказать, что хороший шлем, ну как хороший шлем, он отрабатывает один раз. То есть, когда райдер, можете в YouTube посмотреть, загуглить, когда райдер, допустим, падает, неважно, велосипедист, там еще кто-то, то шлем должен брать на себя весь удар. И если после падения, допустим, да, он раскалывается, то это не есть плохо. Это значит, что он отработал. Это значит, что он сработал, и вы, это расходный материал, его выкидываете. Друзья, вот такой вот шлем, покрутил, повертел, как вы и просили, максимально простой, максимально легкий, максимально продуваемый летом и full face защита при адекватной цене. Если видос вам зашел, понравился, обязательно вы сами знаете что. Подписка, если вы разделяете тему моноколес, и фидбэк в комментах по поводу шлемов. Есть ли у вас шлем? Какой у вас шлем? Кроссовый, там, я не знаю, просто велосипедный, просто скорлупа какая-то, или вы противник любых шлемов. Зимой у вас один шлем, летом другой. Нравится ли вам тот шлем, который сейчас вы носите? Какой вы носите шлем? Напишите модель. Может быть, тоже кому-то вы своим комментом поможете. Все. Спешу откланяться. До новых встреч, новых видео. Всем пока.